Представьте на мгновение. Вы просыпаетесь рано утром, когда за окном еще темно и прохладно. Весь мир словно замер. Вы решаете заварить себе чашку горячего чая, усаживаетесь у окна и наслаждаетесь тишиной. Но вместо спокойствия начинают появляться мысли, одна за другой, как будто соревнуются за ваше внимание. Так ли я живу? Что со мной не так? А может, все в порядке? Эти вопросы заполняют голову, давят, будто хотят полностью захватить контроль. Знакомо. Мысли кажутся бесконечным потоком, который невозможно остановить. И вот что удивительно, это не просто случайный набор вопросов. Это ваш ум, который берет верх и управляет вами. Вы когда-нибудь задумывались, почему мысли так настойчивы? Почему они возвращаются вновь и вновь, несмотря на все попытки отвлечься? В этом видео я поделюсь с вами тем, как остановить этот непрекращающийся внутренний шум. Не на минуту, не временно, а действительно разорвать круговорот мыслей, который крадет ваш покой. Но прежде чем мы начнем, я должен сказать вам одну неудобную истину. Мысли — это не вы. Более того, они даже не ваши. Да, это может звучать непривычно или даже шокирующе, ведь многие из нас привыкли отождествлять себя со своими мыслями, решениями, планами. Мы считаем, что наш ум — это и есть мы. Но правда в том, что ум — это всего лишь инструмент. Это не вы. Именно эта иллюзия заставляет нас становиться пленниками собственного разума. Я давно заметил, чем сильнее ты стараешься остановить мысли, тем быстрее они возвращаются. Это похоже на попытку поймать песок в кулак. Чем сильнее сжимаешь, тем больше его высыпается. Мысли можно сравнить с роем мух, который кружит над головой. Чем активнее ты машешь руками, пытаясь прогнать их, тем больше их собирается. Как-то один мудрый человек сказал: попытка остановить свои мысли — это все равно, что пытаться поймать тень руками. Чем сильнее стараешься, тем меньше результата. Ум — это хитрый манипулятор. Он не хочет терять контроль и будет сражаться за свое существование. Наш ум, по сути, становится врагом, когда дело касается внутреннего покоя. Подумайте, как часто вы пытались успокоиться, но поток мыслей становился только громче и хаотичнее. Это похоже на упрямого ребенка, который, чем больше его уговариваешь, тем громче плачет. Наши мысли похожи, они требуют внимания, сопротивляются тишине. Чем больше мы боремся с ними, тем сильнее их влияние. Классический пример из жизни. Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда нужно сосредоточиться на чем-то важном, но в голове начинают звучать мысли. А что, если что-то пойдет не так? А вдруг я забуду важные детали? Эти навязчивые размышления поглощают внимание, мешают сосредоточиться и только усиливают беспокойство. Это напоминает сцену из фильма «Начало». Там идея, однажды попавшая в сознание, становится неконтролируемой, захватывает человека и его реальность. Мы тоже, порой неосознанно, позволяем своим мыслям расти до таких масштабов, что они начинают управлять нашей жизнью. Почему популярные методы часто не работают? Медитация, дыхательные техники, йога — они помогают, но временно. Рано или поздно мысли возвращаются. Почему? Потому что, пытаясь остановить ум, мы используем сам ум. Это как пытаться заглушить шум сирены громкой музыкой. Эффект будет, но ненадолго. Представьте, что вы практикуете дыхательное упражнение. Вдох-выдох, все идет хорошо. И вдруг появляется мысль: а правильно ли я все делаю? Или, находясь на йоге, вы пытаетесь погрузиться в медитацию, но в уголке сознания всплывают вопросы. Когда закончится занятие? А удобно ли я сижу? Знакомо? Чем больше мы пытаемся контролировать мысли, тем активнее они становятся. Это замкнутый круг, где усилия только добавляют напряжения. Как выйти из ловушки? Решение гораздо проще, чем кажется. Вместо того, чтобы бороться с мыслями, начните за ними наблюдать. Представьте, что ваши мысли — это облака, плывущие по небу. Они появляются, меняются, исчезают. А вы — небо, которое остается неизменным.
Попробуйте не оценивать мысли, не стараться понять их или изменить. Просто замечайте. Есть мысль. Как только вы перестаете давать мыслям энергию, они теряют свою силу. Практическое упражнение. Найдите спокойное место, сядьте удобно, закройте глаза, дышите ровно, естественно. Когда мысль появляется, просто фиксируйте ее. Есть мысль. Не анализируйте, не оценивайте. Представьте, что мысль — это облако, которое просто проходит мимо. Сначала кажется, что мыслей становится больше, но со временем они начинают угасать. Промежутки между ними увеличиваются, и вы начинаете ощущать внутренний покой, физическая активность как инструмент. Наше тело часто становится источником напряжения, подпитывающего ум. Попробуйте физическую нагрузку, чтобы освободить разум. Вспомните фильмы о спортсменах, например, «Рокки». Главный герой, тренируясь до изнеможения, оставляет весь умственный шум за пределами ринга. Прогулка, пробежка или простые физические упражнения могут стать мощным инструментом. Главное – не убегать от мыслей, а позволить телу взять на себя часть напряжения. Как быть с негативными мыслями? Многие боятся их, пытаются подавить. Но чем больше сопротивления, тем сильнее их власть. Вместо этого относитесь к негативным мыслям с любопытством. Когда появляется мысль, спросите, что она пытается мне сказать? Откуда она пришла? Такой подход превращает негативную мысль в подсказку, а не в источник страха. Ваш ум — это океан. На поверхности океана бушуют волны. Это ваши мысли. Но глубоко под водой всегда царит тишина. Чтобы достичь этого состояния, не пытайтесь укротить волны. Просто погружайтесь в глубину. Еще один образ. Представьте небо и облака. Облака могут быть темными или светлыми, большими или маленькими, но небо остается неизменным. Также и ваше истинное «Я» не затрагивается мыслями, которые просто проходят мимо. Как применить это в жизни? Попробуйте каждую часть дня выделять по 1 минуте, чтобы просто быть. Не думайте, не оценивайте, не пытайтесь изменить что-то. Остановитесь и замечайте мир вокруг. Это может быть простой момент на работе, в дороге или дома. Главное — практика. Заключение. Мысли — это не враги. Они просто есть. Когда мы перестаем бороться с ними, мы открываем доступ к состоянию покоя, которое всегда было внутри нас. Наш ум — это инструмент, а не хозяин. Учитесь не управлять мыслями, а понимать их природу. И тогда тишина станет вашим спутником, а ум — помощником, а не противником. Сегодня мы обсудили, как справляться с потоком мыслей, находить покой в настоящем моменте, улучшать отношения, освобождать творчество, преодолевать страхи и открывать для себя истинное счастье. Но самое важное — помнить, что все это не конечная цель, а процесс. Это путь, который вы проходите каждый день, шаг за шагом, момент за моментом. Ваш ум привык действовать, искать ответы и контролировать. Поэтому потребуется время, чтобы он научился быть тихим. Не ругайте себя, если снова и снова ловите себя на мыслях. Это нормально. Просто мягко возвращайтесь к настоящему моменту, наблюдая за мыслями, как за облаками, которые проплывают мимо. Как только вы позволите себе просто быть, вы начнете замечать тишину, которая всегда была внутри вас. Этот покой, как глубина океана, неизменен, независимо от того, какие волны бушуют на поверхности. Теперь, когда вы знаете, как найти внутренний покой, начните практиковать это каждый день. Маленькими шагами вы сможете освободиться от шума ума и начать жить осознанно, в гармонии с собой. Поделитесь своими мыслями об этой лекции в комментариях, что было полезно, что вас вдохновило, а может, с чем вы не согласны. Мне будет приятно узнать ваше мнение. И, пожалуйста, помните, берегите себя и храните свое сознание в чистоте и порядке. С любовью, Ашра Эллен.